Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала. Вот и состоялась долгожданная трансляция в формате вопрос-ответ от разработчиков, где на вопросы зрителей трансляции отвечал директор игры Мориц Бокельман под ником Греймо и креативный директор Михаэль Шван под ником Ретромен. Хотел бы я так сказать, но по большей части они общались с ведущим, в роли которого выступал Шоузен. Последний больше всего и говорил. Тем не менее, было озвучено много интересного и многообещающего. На вопросы зрителей отвечали мало и очень выборочно, однако пообещав, что выйдет отдельный ролик с дневниками разработчиков, в которых будут даны ответы на частые вопросы игроков. В свете этого я не буду разрываться, делая обширный ролик, ведь сама трансляция длилась 1 час и 40 минут, из которых хорошо, если полчаса было толковой информацией. Остальное — вода, шутки и уходы от ответов на заданные вопросы. Я выжал для вас саму суть, уместив все, грубо говоря, в 10 минут. Я дам ответ на частые вопросы, что вы задавали в комментариях, пусть и поверхностно, ведь четких и конкретных ответов на стриме толком и не звучало, как вы понимаете. Кратко о том, что было на стриме. В основном тема была связана с дорожной картой, ролик на которую будет ожидать вас в описании. Остальные вопросы, что не были связаны с данной темой, игнорировались, либо давались ответы саппортами трансляций. На фоне вы видите формат стрима, потому я добавлю в дальнейший ролик неактуальные материалы с ХГ 2 на 2 за хила, когда я учился на нем играть, поскольку материал не актуален для ролика и будет проводиться лишь в примере допустимых мною ошибок. Не говоря о правках, что были добавлены в 3-м патче с порезкой хила. Но довольно ознакомительной воды и предисловий. Давайте перейдем к сути, а то и так затянул предисловие. Не забывайте писать в комментариях свои дополнения и мнения по теме грядущих дополнений или адекватную критику и советы по поводу PvP нарезок. Всем позитивного времени суток, вы на канале Элсав и мы начинаем. Начну сразу с вопросов нового обновления и добавления драконов. Разрабы сильно не раскрывали данную тему, прикрываясь тем, что идет разработка, и они не могут сейчас дать никакой конкретики, ведь их команда ограничена ресурсами, и они не знают, что из грандиознейших задумок удастся осуществить. Потому они не хотят давать обещаний, которые им припомнят, если их не удастся реализовать по тем или иным причинам. На что Шоузен спросил, будут ли они вмещаться на экране, ведь это должно быть нечто грандиозное. Ответ был таков, что драконы это будет расширение PvE сегмента Альбиона в основном. Но и PvP игроки найдут чем заняться. И даже целые гильдии в открытом мире. Что наталкивает на много домыслов, но никакой конкретики по сути. Свое мнение придержу до выхода дневников с вопросами и ответами. Но подтвердили мои мысли и слова в дорожной карте. Будет реализована система с потерей лута из инвентаря, но игроки сохранят свои предметы экипировки. Что означает, будут оранжевые зоны с драконами, подтверждая расширение и добавление сложного PvE контента в игру, что позволит уместить все в рамках PvP направленного мира Альбиона. Со слов Ретромена. Однако, меня до сих пор мучает вопрос и не покидает любопытство. Что же будет припасено для крупных гильдий? И главное, как все будет реализовано? Что же, будем ждать официальных тизеров и анонсов. Возможно, будет припасена какая-то информация или намеки во время запуска ивента «События хранителей», которые будут предшествовать появлению драконов. На данный момент нет никакой информации о добавлении новых веток или добавлении в уже существующие с оружием или броней. Ретромен ушел от ответа, прикрываясь ранее озвученными примерами с ресурсами и прочим. Касательно Кристальной арены, режим 1 на 1 и добавление новой карты. Вот и все, что будет ждать Кристалку на данный момент. Никаких добавлений новых наград или скинов с рамками и аватарками. Ребята и так загружены по полной. Субъективно, это одна из причин, почему нам в сезоне будут доступны 2 аватарки и 1 заглушка, что позволяет получить рандомную аватарку из прошлых сезонов. Что, по моему мнению, несправедливо по отношению к тем игрокам, что топили в сезоне, чтобы их получить. Касательно работы над новым визуалом. На данный момент разработки сосредоточены на улучшении, коррекции и оптимизации окружающего мира, без затрагивания моделек персонажей, оружия, брони и прочего. Это не значит, что этого не будет, просто на данный момент приоритет на окружающем мире и скором появлении погодных эффектов по типу дождя и добавления погодных систем, что также выйдут скорее всего не в весеннем обновлении. Как мы понимаем, любое улучшение визуала, а также добавление эффектов с переходами на Unity 6 не может обойтись без увеличения нагрузки на систему и следствия повышения требований. Но на самом деле Серый Мо признался, что обновление движка выйдет не весной, а позже. В весеннем обновлении будет накручен визуал и графоний по максимуму, чтобы понравиться аудитории на Xbox. К сожалению, на вопрос о том, смогут ли играть игроки в новый Альбион на мобильных и слабых ПК, директора ловко ушли от ответа на данную тему, сказав, что они не разбираются в технической и механической части и нюансах. А потому
не могут дать ответа на данный вопрос в прямом эфире, но они приложат все силы, чтобы как можно большее количество игроков смогло наслаждаться их проектом. Перевод недословный вольно сократил 5 минут славоблудия. Для зрителей с консолей и порта на PS5 точной даты порта и запуска на плойке пока нет, но разработчики планируют такой запуск и после благополучного релиза на Xbox будут стараться выйти и на рынки с магазинами PS. Касательно вопроса о дальнейших кроссплатформенных расширениях по типу Nintendo. Серый Мо сказал, что они хотят сделать действительно кроссплатформенный проект и выйти на всех платформах, к чему они будут прикладывать массу усилий. Нужно же пополнять базу игроков и держать уровень. Порт персонажей между серверами – сложная и трудоемкая задача, из-за чего на данном этапе на это нет. Тут я не понял, то ли времени, то ли ресурсов. Сори отвлекся, но в конце он добавил, что дал дипломатичный ответ. Потому, думаю, на данный момент в первой половине этого года такой функции ждать не придется. Да и в целом, думаю, в этом году играем еще на своих серверах без путешествий между ними. Из-за праздников не удалось своевременно отреагировать на имбование брони солдата, потому в следующем патче ее забалансят, и она уже больше не будет хилить. Как вы видите на экране, я задавал все вопросы из списка, что мы с вами составили совместными усилиями. Но ответы получил, к сожалению, не на все. Касательно стандартов фракции, то тут игроки, что будут нам помогать заполнять знамена, будут получать очки фракции во время его заполнения. И после, еще при сдаче. Однако и игроки, что просто пришли на сдачу знамени, получат ровно такое же количество очков. А также еще масса моментов, что были затронуты, но без явной конкретики. Нас ожидает переработка дизарея или смятения по-простому, реворк скиллов боевых маунтов в плане энергозатрат их способностей. Что-то станет дороже, особо эффективные и часто использованные способности, что-то дешевле, что вообще не использовалось. Игровая безопасность, исправление багов, правки и фиксы, разлом миров 2 и прочее разнообразие мелких тем. Однако, как я и говорил, подожду выхода нового дневника разработчиков, что упоминался разрабами, и уже поговорим предметно с возможными демонстрациями некоторых игровых моментов. В целом, по правде сказать, мне больше нравится формат проведения вопроса и ответа с Робином, где было реальное взаимодействие с аудиторией и могли звучать не очень удобные вопросы или затрагиваться темы, с которых не так просто спрыгнуть. В данном формате в основном говорил хост, изредка по очереди отвечали директора, где за потоком слов нужно еще было вычленить информацию. Предлагаю посмотреть на дневники разработчиков, что выйдет в будущем, и тогда уже принимать окончательное решение. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, дорожную карту, нерв солдатки и что это с ней было вообще. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим все продвигающим лайком или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!